Всем доброй ночи. Перед вами капище богов. Это капище я вам уже показывала. Это мне сделал мастер. И причем создала прекрасную работу. Согласны? Все верховные боги славянского пантеона. Итак, я рекомендую практикам, кроме того, чтобы иметь дома определенную часть, скажем, усиленные чурами, кумирами и, то есть, изваяниями богов, у себя дома определенную часть выделить богам той земли, где они живут, где они находятся. То есть, если практики находятся в России, то капище русских богов очень даже кстати для работы. Если они имеют русские корни или родственные народам России, то капище русских богов им очень даже кстати. Хочу сказать, что есть ритуалы, в которых должны участвовать как практик, так и человек, который обратился к практику. И тогда ритуал получается с тройной силой. Итак, перед вами капище богов. Если мы хотим помочь человеку получить благословение в делах, то совместно с ним проводим определенный ритуал. Нужно положить фотографию человека в этот круг, там, где усиленное место богов. В принципе, это именно проводится со славянским пантеоном. Поэтому заменить никак невозможно. Этот ритуал, этот заговор рассчитан именно на славянский пантеон. В данный момент я проведу от своего лица, для себя. Но в конце объясню, что нужно делать, если это проводится для другого человека, да, для человека, который обратился за помощью. Значительно меняются дела и улучшается состояние дел. Кстати, недавно начали мне писать те, которые проводили ритуал с Бабой Ягой и благодарят за то, что у них получаются очень хорошие результаты. Скажем, помирились родственники между собой, решились определенные дела, спаслись от очень больших неприятностей, неудач и прочее, прочее. Естественно, это работы, которые не просто так вам дарятся, а дарятся для того, чтобы они вам приносили результат, чтобы они вам приносили удачу и помощь. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Итак, берете фотографию человека. 3 ночи к ряду с 00 до 04 можно это провести. 3 ночи. И 3 ночи, пускай фотографии человека остается в этом кругу, на этом домашнем капище. Когда раньше хотели, да и сейчас тоже делаются такие ритуалы, естественно, не сравнить то капище, которое тысячелетиями копит энергию и силу, которое находится в определенных местах, даже в полуразрушенном состоянии или совсем разрушенном. В любом случае место силы там находится. Ну, как, например, Лысая гора, да? Но Лысых гор по Украине и России немало. Но есть знаменитая Лысая гора. Так вот, почему эти места лысые? Потому что из-за избытка энергии, силы там даже трава не растет. Вот поэтому и лысые. Растительность не может вырасти. Итак, капище, которое у вас дома, которое пропитано вашей энергией, которое усилено, тоже не менее сильна. Итак, берете фотографию человека. Нужно положить в круг. Ну, смотря какой у вас круг богов. У меня вот такой круг богов. У меня очень красиво сделанная работа, шикарная работа. Ну вот, я просто заказываю. У меня еще есть пару таких мыслей. Я постепенно к этому иду. Усваиваю то одну энергию, то вторую, как бы
не спеша. Положите фотографии, начитайте и оставьте на ночь. Собственно говоря, лучше вообще не забирать фотографию на вот эти 3 суток, пока вы читаете. Если вы делаете совместно с человеком, не для себя, после просите человека провести кое-что в том числе. Но это я в конце скажу. Естественно, сейчас я не буду вам показывать, какие жертвы. Там приносятся жертвы: хмельное, квас, черный хлеб, пшено ставится возле капища богов, благовоние. Это все кормит их силу. Это нужно делать, если вы не хотите, чтобы они забирали вашу энергию. Потому что, еще раз говорю, мы работаем не с материалом, не с деревом, не с камнем, не с чем-то иным. Мы не работаем с истуканами, мы просто их держим у себя дома, тем самым привлекая внимание, привлекая помощь, благословение тех сил, кому они посвящены. Да, держа дома их изображение, мы как бы привлекаем их помощь на свою сторону. Итак, читать 1 раз, оставляем фото. 3 ночи кряду нужно это делать. И очень сильное такое, знаете, сильный поток удачи резко повернется к этому человеку. Начнем. О священное капище, место силы богов Навьих, о круг, союз, единение. Пришла я к вам с мольбой, с почитанием, стою я между Навью и Явью. О древние великие боги, боги светлые, боги темные, через пращура рода я обращаюсь к вам. Да содеятся все дела мои во имя и во славу ваше. Во имя памяти предков наших, во имя процветания рода нашего и потомков наших, ныне и присно и от круга до круга. Род небесный прародитель, стань покровителем рода нашего, даруй нам помощь предков наших, и через круг богов благослови деяния наши, да славится имя Твое и имя богов Навьих. О боги черные, о боги светлые, от круга и до круга. О круг богов Навьих, отцы и матери вселенной, я жду, молю о благословении. Призовите ко мне удачу и благо во славу богов, во вечную память предков моих, во имя процветания потомков моих. О круг священный, благословенный, благослови мои дела, мою дорогу, благословенный круг, славься в 1000 раз. Собрала я всю силу тысячелетней, всю силу веков, всю силу поколений, всю мощь храмов капищ. Я призываю силу богов в круг благословенный. Призываю мощь и помощь богов во имя себя. Я молю, и мольба моя будет услышана. Из рода в род и из круга в круг. Да будет так. Славьтесь, вселенские силы, отцы и матери вселенной. Истинно заклято. Если вы просите для себя, если вы просите для человека, естественно, называете его имя, и в конце, через 3 ночи, когда вы это провели, вы просите человека отнести квас, черный хлеб возле дерева, слегка вылить квас на землю, отломить черный хлеб пополам, положить туда и сказать: «За меня просили, а я за себя прошу. Пусть сбудется то, что за меня просили. Благословите меня, древние славные боги, во имя рода моего, в память о предках моих и во процветание потомков моих. Да будет так, из круга в круг». Заклято. Отвернуться и уйти.
Это только через 3 ночи вашей работы. И за короткое время у человека появится огромный поток удачи и благословений в делах. Потому что если боги благословляют человека и его дела, то этому человеку ничего не страшно. Никакие трудности, никакие передряги, никакие перемены, ничего этому человеку не страшно, потому что его будут всегда приводить к определенному моменту, будут помогать ему, значит, получать определенную силу, будут приводить к нему обстоятельства и людей для того, чтобы человек вылез из этого всего. Из ниоткуда будет ему оказана помощь. Всем удачи, всех благ. И да славятся боги, черные и светлые, боги Навьи.